Привет! С вами Review Machines, ваш привычный голос за кадром и горячая новинка снежного сезона — электросамокат-трансформер. Зимой на гусенице, летом на колесах. Но забегать вперед не будем, обо всем по порядку. Погнали! Наверняка многие владельцы электросамокатов хоть раз, но пытались кататься на них и зимой. И знают, что вообще-то это плохая идея. И если полный привод еще как-то может справляться со снегом, то монопривод будет вести себя крайне нестабильно, что мы сейчас и наблюдаем. Несмотря на то, что резина у нас зубастая, диаметр приличный 11 дюймов, на морозе резина дубеет и колеса сносят по снежной дороге. Поэтому мы были бы вынуждены убрать наш самокат в гараж, ждать весны. Но сейчас у нас есть другой вариант. Итак, на ваших экранах новинка. Электросамокат Electraway T1S. Сейчас он в летнем исполнении, но мы с вами собираемся переоборудовать его в зимний вариант. Для этого нам надо снять колеса и поставить вместо них гусеницу. Процедура простая, можно справиться и одному. Для этого потребуется нехитрый инструмент, пару ключей шестигранников, которые есть в комплекте. Прежде всего снимаем декоративные щитки с маятника, откручиваем гайку заднего колеса, разъединяем контакты и снимаем само колесо. Затем нужно снять задний защитный щиток. В комплекте с самокатом идет вот такой гусеничный модуль с собственным мотором. Его мы и ставим вместо заднего колеса. Ставим на место гайки, подсоединяем контакты и возвращаем накладки. Пробуем. Есть контакт. Теперь нам остается только переднее колесо поменять на лыжный модуль. Здесь все еще проще. Снимаем накладки, откручиваем гайки, снимаем колесо и вместо него ставим модуль. Вот, собственно, и все. Мы переоборудовали наш самокат на зиму. Итак, прежде чем приступить к тестам, рассмотрим новинку немного подробнее. Как вы уже поняли, новый электросамокат Electraway T1S идет в комплекте не только с привычными колесами, но и с гусеничным и лыжным модулем. В комплекте два электромотора для простоты переоборудования, в чем мы уже с вами убедились. Концепция очень интересная, ведь теперь электросамокат можно использовать и зимой. Как едут электросамокаты летом, все, наверное, так уже знают. Сегодня наша задача заключается в том, чтобы испытать его в зимних условиях по снегу, в котором, к слову, у нас недостатка сегодня, как видите, не наблюдается. Также мы традиционно поговорим и о ценах, и прежде чем приступить к тестам, рассмотрим основные ТТХ новинки. Во-первых, считаю нужным похвалить за внешний вид и аккуратность сборки. Особенно, на мой взгляд, здорово, самокат выглядит в зимнем исполнении. Гусеничный модуль увеличивает длину самоката и придает ему поджарый хищный облик. Все детали аккуратно подогнаны, покраска отличного качества, сварные швы идеально обработаны, придраться не к чему. Понравилось также решение с изгибом деки. Это придает облику изюминку и выделяет самокат на общем фоне. Теперь пройдемся по заявленным характеристикам, которые я беру с официального сайта магазина Electraway. Начнем с того, что в деке самоката встроена батарея емкостью 18 ампер-часов. Сама дека с резиновым покрытием. Заявленная мощность мотора 2000 Вт, в пике до 3000. Гусеничный модуль, помимо самой гусеницы и мотора, оборудован дисковым механическим тормозом и стоп-сигналом. И напоминаю, в комплекте еще идет и летний набор с передним колесом и мотор-колесом, также 2000 ваттной мощности с задним съемным крылом. Вместо переднего колеса, как мы уже видели, ставится лыжный модуль. Обрати внимание, что здесь предусмотрена подвеска, как спереди, так и сзади. В зимнем варианте клиренс у самоката становится больше, стоим мы выше, и хода у подвески, как мы можем наблюдать, весьма хорошая. Стойка на самокате складывается, механизм замка просто надежен, с предохранителем. Стойка в сложенном виде фиксируется, образуя ручку для переноски. Самокат большой и увесистый, по паспорту его вес 38 кг. Экран крупный, яркий, хоть и монохромный, но читается отлично. Органы управления стандартные, слева рукоять тормоза, справа курок газа, между ними кнопки выбора режимов работы самоката.
Из светотехники яркая фара и стоп-сигнал. Что ж, друзья, не терпится уже опробовать нашу новинку. Ведь среди всего многообразия техники в моей практике самоката на гусенице еще не встречалось. Испытания мы начинаем с простых условий, на почищенной дорожке, припорошенной снежком. Итак, прежде всего про свои самые первые впечатления. Что ж, практически сразу становится понятно, что в этом виде поведение техники довольно сильно отличается от привычного самоката, ведь фактически теперь это сноубайк. Стою я на нем гораздо выше, артикуляция подвески больше, так что потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть. Зато очевидно, что на заснеженной дороге самокат теперь в своей стихии, в отличие от колесного варианта. Если нажать на газ до упора, гусеница уходит в пробуксовку, тяги хватает, но максимальная скорость будет заметно ниже по сравнению с колесами, что, впрочем, неудивительно. И тем не менее, даже без опыта обращения с зимним комплектом мне удается весьма шустро кататься по этим дорожкам. Камера, к сожалению, не передает, но здесь у нас есть не слишком крутой, но вполне заметный подъем. Как видите, самокат на гусенице затягивает меня в него с места. Для справки, рост у меня 1,89 м, вес под 90 кг. В самокате есть удобный пешеходный режим. В этом режиме мы двигаемся со скоростью пешехода, даже на полном газу, что удобно, например, для движения по тротуарам. Теперь давайте попробуем усложнить наше испытание и переберемся на более заснеженную дорогу. Здесь снега гораздо больше. Пробуем. Как выясняется, на этой дороге движение еще осложняется тем, что здесь машины накатали колеи. Поэтому приходится постоянно подруливать, чтобы держать баланс самоката в колее. Скорость, как видите, не бешеная, но тяги хватает, несмотря на то, что снега здесь больше. И в целом можно сделать предварительный вывод, что в такой комплектации самокат можно будет уверенно эксплуатировать в зимних условиях. Но нужно понимать, что бешеных скоростей и ураганных прохватов ожидать не стоит. Кроме того, с гусеницы возрастает нагрузка на батарею, следовательно, запас хода будет меньше, чем с колесами. К слову, по паспорту он заявляется до 50 километров. Продолжаем увеличивать сложность испытаний, и сейчас мы пробираемся по лесной бугристой тропинке, по которой наш самокат также уверенно двигается. Правда, иногда без опыта не просто держать баланс, и приходится помогать себе ногами. На неровной тропинке ощущается работа подвески, все бугры на пути она сглаживает, до комфортного покачивания деки. Что ж, до сих пор самокату удается справляться с зимней обстановкой. Но давайте теперь попробуем, так сказать, нырнуть в пухляк. Если честно, чуда особо никто и не ждал. Надо понимать, что у нас все же не снегоход, а электросамокат, хоть и оборудованный зимним комплектом. Гусеницы явно по ширине и длине недостаточно для движения по глубокому снегу. Самокат попросту зарывается. Итак, потихоньку переходим к нашей любимой рубрике «Разговор о ценах». Но перед этим подытожим наше испытание. Если вы ожидаете ураганных прохватов по полям по целине, как на горных снегоходах, то это, очевидно, не ваш вариант. А вот для использования электросамоката не только летом, но и зимой, по дорогам с умеренной глубиной снега, это будет отличный аппарат. Кроме того, самокат круто выглядит и дарит новые необычные впечатления, отличные от самоката на колесах. А теперь, собственно, о ценах. Итак, на момент подготовки этого видео электросамокат Electroway T1S с летним и зимним комплектом, включая два мотора, стоит порядка 170 тысяч рублей. Ссылку на официальный магазин я оставлю в описании.
На этом наш ролик подходит к концу, но прощаться мы с вами по традиции не будем. Увидимся в комментариях прямо сейчас. Пишите, как вам техника, друзья, что понравилось, а что не очень. Спасибо, что прокатились с нами сегодня. Подписывайтесь на канал, а также на все остальные наши площадки, чтобы не потеряться в дальнейшем. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. До встречи.